предусмотреть, чтобы у вас было достаточное количество технических переводчиков. The size of the bloody place, it's enormous. И, конечно же, размер страны впечатляет. Although you can technically drive to any city in Russia, sometimes the time it takes to get there and the availability of the venues and the cost of touring by having huge days in between shows sometimes means that even though on paper it looks like it's a country you can drive all around, it often involves flying equipment from show to show. Несмотря на то, что технически это возможно, особенно когда смотришь на карту, но в результате оказывается, что со всеми затратами на оплату вашей команды, на перевозку оборудования и на необходимое количество дней для того, чтобы доставить оборудование из одного города в Россию в другой, вам дешевле это оборудование перевести самолетом. Again, adding to this, also some of the roads are not the best. Да, добавляя к этому, можно сказать, что качество дорог не помогает для того, чтобы перевозить оборудование наземным путем. As we touched on earlier, with this top level of touring, health and safety is absolutely paramount. The health and safety standards as a general in Russia are not quite in line with what they are in Europe. And this still causes productions to frown quite a bit on some of the practices in Russia. И, конечно же, это здоровье и безопасность, скажем так, стандарты безопасности работы в России не совсем совпадают с европейскими стандартами, и это вызывает некоторые трудности. We'd now like to open up the floor to any questions. Если у вас какие-то вопросы, мы готовы. Давайте, пожалуйста. Давайте. Раз. Ну, а может по-английски? Нет, нельзя. Нет? Можно? If we have, for example, two concert organizations, the first one that you have already worked with, and the second one that you haven't worked yet, and you have already worked with first, you have come to, for example, Moscow, and after a couple of years, the second one invites you to come to Moscow. Do you have a right to work with the different organization, or actually how it works? Do you have like a special agreement, or I mean how it works? Задавать вопросы по-русски, потому что все говорят с разными акцентами, в том числе и наш спикер, поэтому... Нет, на самом деле он попросил, может быть, перевести вопрос для аудитории, может быть, кто-то аудитории не понял, может быть, вы зададите ваш вопрос на русском тоже, чтобы... Did you get the question? Yeah. Я спросил, если артист работал с одной концертной организацией, и потом через несколько лет другая концертная организация приглашает этого же артиста, и вообще имеют ли они право заключать договор с другой концертной организацией, или они как-то обговаривают это сперва, с первой, что они работают только с ними? Yeah, this is absolutely fine. It happens a lot. It's not really a production issue, it's more something that the agent is dealing with, but certainly as a promoter, if you make a good impression and look after the band and the crew well, they'll go back and give positive feedback, and it's likely that they'll work with them again. Of course, now with the advent of promoters like Live Nation, sometimes that changes these relationships, and bands will sign global deals which will force them to use the local Live Nation partner. So it's all about the money. Essentially, yeah. Что вы делаете с декорациями? Я имею в виду, я переведу ответ, наверное. Вот. Да, у вас, конечно, вы можете пригласить артиста, будучи концертной организацией, которая не занималась его привозом первый раз, но это не совсем область зоны ответственности продакшн-менеджмента, это скорее решение агента группы, но, безусловно, если первый раз мы как артист приезжаем и довольны работой промоутера, довольны организацией
всего процесса, мы даем положительный фидбэк агенту, который обязательно это учитывает при составлении следующего тура. Но также надо помнить, что сейчас с выходом на рынок таких глобальных организаций, как Live Nation, это не всегда вопрос подвластный по промоутеру или агенту. Например, артист может заключить сделку на какую-то часть тура или на весь мировой тур, и тогда его во всех странах будет представлять, например, Live Nation, и вы тут уже на это не можете повлиять. По-русски. Что вы делаете с декорациями, которые были использованы в туре в данном альбоме? Например, вы показывали концерт Muse во время Resistance тура, и у них были одни декорации. А потом они выпустили новый альбом, и у них другие декорации. И что вы делаете с предыдущими? What did you do with set decorations and set designs after the tour is over? For example, there have been some pictures of Muse touring with one album, then they come with a different album using different like designs. What do you do with those that are left over? That's an interesting question. It really depends on if you've rented the set or if you bought it. Typically, if you rented it, it goes back to the supplier. Renting on the face of it can seem like a very expensive option, but then you don't have the problem of getting rid of it. Most bands tend to keep hold of their set for a few years, and then they realize how much it costs to store it, and they just scrap them. If a band is smart, they'll finish the tour and get rid of it straight away. As soon as the tour is finished, there's very little resale value for any of the items. It costs millions up front, but it's worth nothing as soon as the tour is finished. Это зависит от того, берете ли вы в аренду оборудование, либо вы его покупаете, это ваша собственность. Поначалу многим кажется, что брать в аренду это слишком дорого, лучше сделать его самим, и оно вам будет принадлежать, но после окончания тура оказывается, что брать его в аренду намного выгоднее, потому что вы просто его отдаете обратно поставщику. Если же оно принадлежит вам, многие группы пытаются его где-то хранить, но это огромные затраты на аренду помещений для хранения. В результате через пару лет они от него как-то избавляются, смотрев свои статьи расходов за последнее время на хранение. А какой тип виз вы делаете, например, в России? Там же несколько типов виз. What type of visa you're doing when you coming, like, let's say, to Russia, because like there are usually several types of visas? Yeah, generally we're having. Работаете в какой-то специальной организации или вы работаете же на себя? Do you work for like some specific company or organization, or you work like on your own, like a freelance? I used to work for a small production company, and I've now recently gone fully independent. However, most of the time, once we begin on a project, we'll start working for the band's touring entity. До недавнего времени я работала в небольшой продакшн-компании. В этом году я стала полностью независимым и работаю индивидуально. Но когда мы начинаем работать на ту или иную группу, чаще всего с нами заключается контракт, и то есть фактически мы работаем на организацию, принадлежащую той или иной группе.